вопрос, для которого я просил собраться, вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или оставить Москву без сражения? Вот вопрос, на который я хотел бы знать ваше мнение. Я не считаю еще игру проигранной. Единое средство к спасению священной столицы – атаковать противника. Неужели это я допустил до Москвы Наполеона? И когда же я это сделал? Когда это решилось? Когда же решилось это страшное дело? Он ужаснулся мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки. Господа, я слышал ваше мнение. Некоторые будут со мной не согласны. Но я властью, врученную мне моим государем и отечеством, приказываю отступление. Этого я не ждал. Этого я не думал. Вам надо отдохнуть, ваша светлость. Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки. Будут и они, только бы... Первого сентября в ночь был отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу. Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер, просит дать подводы под раненых. Освобождайте подводы, отдавайте под раненых! Отдать все подводы под раненых, а сундуки снести в кладовые. Извозчика отпустить прикажете? Ах, да. Послушай, Герасим, я прошу тебя, сделай, что я скажу. Слушаюсь. Кушать прикажете? Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет. Это чья же коляска? Разве вы не знали, барышня? Князь раненый. Да кто это? Как фамилия? Самый наш жених бывший. Князь Балконский. Говорят, при смерти.
Ну, с Богом. Батюшки, смотрите, это он. Кто? Смотрите, ей-богу, безух. Петр Кириллович! Идите же! Ведь мы узнали. Петр Кириллович! Это удивительно. Как это вы? Зачем вы так? Что с вами, граф? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня. Что же, вы или в Москве остаетесь? В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Мама, позвольте, я останусь. Вы были на сражении, мы слышали? Да, я был. Завтра будет опять сражение. Да что же с вами, граф, вы на себя не похожи. Ах, не спрашивайте меня. Я ничего сам не знаю. Завтра. Да нет, прощайте. Ужасное время. Прощайте. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено. Все смешалось, все разрушилось, что впереди ничего не будет, и что выхода из этого положения нет никакого. Вот она, эта священная столица. Она лежит у моих ног, ожидая судьбы своей. Странный, красивый, величественный город. Но что же так долго не является депутация города? Sire, Moscou est vide. Tout le monde est parti. Абордаж! Видел? Абордаж! Абордаж! Ей-богу, они четверо, конные. Entrez les chevaux. Salut la compagnie! Vous êtes de bourgeois? Parti! Parti! Logement! Pensez sur vos enfants, brigade. Alors on va tâche comptable. Entrez les champs. Ouais, vache.
gauche! Vous êtes blessé? Je crois que non. Mais je l'ai manqué belle cette fois-ci. Quel est cet homme? Je suis désolé de ce qui vient d'arriver. Brigand, tu me le paieras. Nous autres, nous sommes cléments après la victoire, mais nous ne pardonnons jamais aux lâches. Je vous en prie, faites grâce à cet homme qui est ivre. Il a perdu l'esprit. Vous m'avez sauvé la vie, vous êtes français. Rambal, capitaine du 13e léger. Je suis russe. Hein? À d'autres. Qu'allons-nous faire de cet homme? Vous m'avez sauvé la vie, vous êtes français. Vous me demandez sa grâce, je vous l'accorde. Je suis tout à vous. Exquis. Votre nom de baptême, s'il vous plaît. Je n'en demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites-vous. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Mais oui, Monsieur Pierre, je vous dois une fière chandelle de m'avoir sauvé de cet enragé. J'en ai assez des balles dans le corps, voyez-vous. Une à Wagram, 2 à Smolensk. Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est à la grande bataille du 7, à la Moskova, que j'ai reçu ça. Sacré Dieu, c'était beau. Vous nous avez taillé une rude besogne. Vous pouvez vous en vanter. Nom d'un petit bonhomme. J'y étais. Oh, vraiment. Tant mieux. Vous êtes de fiers ennemis, tout de même. Les beaux hommes. Notre roi de Naples, qui s'y connaît, s'est écrié bravo. Soldats, comme nous autres. Tant mieux, Monsieur Pierre. Terrible en bataille, galant avec les dames. Voilà les Français, Monsieur Pierre, n'est-ce pas? À propos, dites donc, est-ce que c'est vrai que toutes les femmes ont quitté Moscou? Quelle drôle d'idée. Encore est-elle à craindre? Est-ce que les dames françaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? Hein? Elle est bonne, celle-là, Paris. Enfin, Paris. Paris! Paris, la capitale du monde. Paris? Mais un homme qui connaît pas Paris est un sauvage. Vodka. Ah, un Parisien, ça se sent à 2 lieues. Paris, Talma, la Duchesnois, Potier, la Sorbonne, les boulevards. Exquis. Mais dis donc, pour en venir à vos dames, on les dit bien belles.
Quelle drôle d'idée d'aller s'enterrer dans la steppe quand l'armée française est à Moscou. Pff, quelle chance elles ont manqué, celles-là. Vos moujiks, je comprends. Mais vous autres, gens civilisés, vous devriez mieux nous connaître. Nous avons pris Vienne, Berlin, Rome, Naples, Madrid, Varsovie, toutes les capitales du monde. On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons à connaître. Puis l'empereur. Est-ce que l'empereur... L'empereur, c'est le plus grand homme de tous les siècles passés et à venir. Est-il à Moscou? Non, il fera son entrée demain. L'empereur, c'est la gloire, le génie, la clémence. C'est moi, Rambal, qui vous le dis. Et comme je... Hein? Vous êtes triste? Oh. Morel, fais-nous chambrer une petite бутыль. Нет, это не Мытищи, это Даля. Глянь-ка, точно в Москве. Это не та же Мытищева улица, а это вовсе в другой стране. Видишь, полыхает. Это, господа, в Москве пожар. Либо в Сущевской, либо в Рогожской. Какой ужас. Я думаю, вся Москва сгорит. Ужасное зарево. Наташа, посмотри теперь. Отсюда из окошка видно. Посмотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах, да, Москва. Да ты не видела? Нет, право, я видела. С тех пор, как Наташе сказали, что князь Андрей ранен и едет с ними, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Ты озябла, ты вся дрожишь, ты бы ложилась. Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу. Наташа, голубушка, ложись на мою постель. Нет, мама, я лягу тут, на полу.
Простите. Я вас люблю. Простите. Что простите? Простите меня за то, что я сделала. Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, убить Наполеона с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы. Halte là! En arrière! Tout le camp! Сгорела! О, батюшки родимые! Христиане православные! Дочь мою оставь! Сгорела! Ой, сгорела! Доченька моя! Благородный человек! Загорелась рядом! Бросила к нам! Бросились спасать и выскочили сюда! Вот что захватили Божье благословение да приданную постель! О, Господи, все пропало! Хватит детей, Катечки моей нет, Катечки! О, Господи! Да где? Где же она осталась? Батюшка, отец, благодетель! Хоть сердце мое успокой! Анишка, иди мерзкая, проводи! Проводи, проводи. Я сделаю я. Сгорела! C'est dangereux! Vite, emmenez les provisions! Allons-y! Il n'y a pas de temps à perdre! Ça chauffe dur, dépêchons-nous! Halte là! En arrière! Сюда, дяденька, сюда! Мы переулком через Невольных пройдем. Вот тут, сейчас, сюда! Который ваш дом? Он самый, она самый наша фатера была. Сгорела! Сокровище ты мое! Ванечка! Барышня ты моя! Une enfant dans cette maison! Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Alors, qu'est-ce que tu viens fouiner par là? Une enfant dans cette maison! Un enfant? J'ai entendu tailler dans le jardin. C'est peut-être trop tard, ce bonhomme. Vous êtes humain? Une seconde! Attendez, je descends! Dépêchez-vous, vous autres, il commence à faire chaud! On va vous trouver votre gosse! Voilà votre moutard. Oh, une petite fille, tant mieux. Au revoir, mon gros bout d'être humain. Nous sommes tous mortels, voyez-vous.
Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок? На этом месте сидела женщина с детьми в черном салоне. Куда она перешла? Ведь это Анферовы должны быть. И Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марья Николаевна, либо Иванова. Он говорит женщина, а Марья Николаевна барынь. Ты и есть Марья Николаевна. Они ушли в сад, как тут волки-то эти налетели. Elles sont belles, ces bottes. Возьми ребенка. Ты отдай им, отдай! Оставьте эту женщину! C'est bon, je vous expliquerai devant le conseil de guerre. Ah, il m'a bien l'air d'être un des incendiaires. Emmenez-le. Je dirais pas un homme du peuple, celui-là. Hein? Allez, par là! Голубчик ты мой, а девочку-то? Девочку-то? Девочку куда я дену, коли она не ихняя? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай. Plus vite que ça, allez, rentre devant. Venez ici, il y a un tas de chaud. Vite, Par ici, par ici.
Всемилостивейший государь, император. Спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому. И из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. На этот раз в салоне Шерер читалось письмо Преосвященного, написанное при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносный ужас. Кроткая вера, сия проща российского Давида. Другой новостью Петербурга была внезапная смерть Элен Безуховой. Полезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Qui êtes-vous? Je connais cet homme. Vous ne pouvez pas me connaître, général. Je ne vous ai jamais vu. C'est un espion russe. Non, monseigneur. Non, monseigneur. Vous ne pouvez pas me connaître. Je n'ai pas quitté Moscou. Votre nom? Безухов. Qu'est-ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? Monseigneur. Comment pourrez-vous me prouver la vérité de ce que vous venez de me dire? Je suis connu de Monsieur Rambal, capitaine au 13e léger. Vous n'êtes pas du tout ce que vous dites. Monseigneur. L'empereur vous attend pour souper. Ah. Emmenez-le. Monseigneur, que faisons-nous de lui? Emmenez-le. Oui, oui, sans doute. Le vigneron de même vaut bien mieux moins d'argent. Chantez l'ancien. Oh, vale la pena di vedere. Au nom de l'empereur et roi, Iminim Imperator Carolien, en ce jour du 8 septembre de l'an 1812, la commission judiciaire militaire des accusés à la peine de mort.
судебная комиссия единогласно приговорили обвиняемых к смертной казни через расстреляние. Кто же это казнит, убивает, лишает жизни меня со всеми моими воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делает это? Кто же это делает, наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же? Кто делает это? Никто. Порядок. Склад обстоятельств. Толстяка не брать. Не надо! Ну не надо! Не надо! Не надо! Ча! Ох, а много вы нужды
Соколик, не тужи, дружок. Час терпеть и век жить. Вот так-то, милый мой. Вот так-то. Ты кто же? Солдат? Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Наших человек 20 лежало. И не думали, и не гадали. И не думали, и не гадали. И шельма пришла, шельма помнит. Ну, Будя. Вот, покушайте, барин. В обеде похлебка была, а картошки важнейшие. Ты что ж так-то? Ты вот как. Ты покушай. Вот так-то. Картошки важнейшие. Нет, все ничего. Ну, за что они расстреляли этих несчастных? Последние лет 20. Греха-то. Где суд, там и неправда. А ты давно здесь? Я-то? В воскресенье меня взяли из госпиталя в Москве. Меня Платоном зовут. Каратаева прозвище. С Соколиком на службе прозвали. Что ж тебе скучно здесь? Как не скучно, Соколик. Как не скучать. Москва, она городам, мать. Как не скучать на это смотреть? Ничего, червь капусту гложа, а сам прежде того пропадает. Так-то старички говаривали. Как это ты сказал? Я говорю не нашим умом, а Божьим судом. Вот так-то. Ой, что ж, я чай спать хочешь? Ишь, шельма, угрелась, сукина дочь. Угрелась. Положи, Боже, камушком, подними калачиком. Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Он, не торопясь, не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое. Вы не спите. Я давно смотрю на вас. Наташа. Я слишком люблю вас. Больше всего на свете. А я? А чего же слишком? Отчего слишком? Ну, как вы думаете,
всей душе. Буду я жив, как вам кажется? Я уверен, я уверен. Как бы хорошо. Однако вы не спали. Постарайтесь заснуть. Пожалуйста. Да, это была смерть. Я умер, я проснулся. Да, смерть, пробуждение. Здравствуй, Мари. Как это ты добралась? И Николушку привезла.
Я об Николушке. Не надо плакать здесь. Я был бы проклят потомством, если бы на меня смотрели, как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки. Такова воля нашего народа. Он просил мира, но либо получал отрицательный ответ, либо не получал никакого ответа. Всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар в Бородине, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но нужны были доказательства. От Дохтурова, от Алексея Петровича. Подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел. Поистину так. А? Наполеон ушел из Москвы, ваша светлость. Его авангард в Фоминском.
внял ты молитве нашей. Спасена Россия. Les Platoches! Alors, qu'est-ce que t'attends pour suivre les autres? Hein? Allez, allez, debout! Allez, tant pis pour toi. Laissons-le. Пришла, а Платоша. Присудили. Стали искать. Где такой старичок безвинно, напрасно страдал? Стали искать. А его уж Бог прости, помер. Вот так-то. Вот жизнь. Вот он, Каратаев. Вот разлился и исчез. Как это просто и ясно. Как я мог не знать этого прежде? Жизнь есть все.
Не пустил меня солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держат меня. Кого? Меня. 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 Мою бессмертную душу. И все это мое. И все это во мне. И все это я. От генерала. Извини, что не совсем сухо. А это что же, пленный? Вы уже и в сражении были? Можно мне с ним поговорить? Гостов! Петя! Да как же ты не сказал? Кто ты, а? Так что вы думаете, Василий Федорович? Ничего, что я с вами денек останусь? Ведь мне велено узнать, вот я и узнаю. Только меня опустите в самую главную. Мне не нужно наград. Мне хочется... Самую главную. Только мне, пожалуйста, и команду дайте. Совсем, чтобы я командовал. Ну что вам стоит? А к вам ножик? Хороший нож. Возьмите, пожалуйста, его себе. Да ну. У меня таких много. Батюшки, я совсем забыл. У меня изюм. Знаете, такой чудесный. Без косточек. Я 10 фунтов купил. Я привык что-нибудь сладкое. Кушайте, господа, кушайте. А не нужен ли вам кофейник? Я у нашего маркетанта купил. У него прекрасные вещи. И он честный, это главное. Я вам пришлю непременно. А можно мне того мальчика позвать, что нынче в плен взяли? Может, ему поесть дать? Может... Да, жалкий мальчишка. Позвать ее сюда. Я позову. Винсент его зовут. Позови. А как отлично. Как хорошо. Гостовская погода. Entrez. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Ну, Карабах, завтра послужим. Что ж, барин, не спите-то? Соснули бы. Не. Лихачев тебя, кажется, звать? Ага. Я привык не спать перед сражением. А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Нет. Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми. Я привык все делать аккуратно. Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю. Это точно.
Да, вот что. Пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю. Затупилась. Можно это сделать? Чего ж, можно. А что же, спят молодцы? Кто спит, а кто так вот. Ну, а мальчик что ж, француз, Винсен. Весенний-то? Он там в сенцах завалился, со страху спится. Ах да, ведь это я во сне. Это у меня в ушах. Готово, ваше благородие. Надвое француза распластайте. А под дом тебя прошу, слушаться меня и никуда не соваться. Сигнал! Подождать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
готов. Убить! Петя! Сын! Нет, неправда! Наташу! Неправда! Неправда! Подите прочь! Все неправда! Убили! Маменька! Голубчик! Неправда! Нет! Маменька! Маменька! Друг мой! Нет! Неправда! Неправда! Нет! Маменька! Нет! 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 Маменька! Наташа, ты меня любишь? Наташа, ты мне скажешь всю правду. Друг мой, маменька! Наполеон под именем принца Веченского оставил свою армию и выехал в Париж. Soldats, je tiendrai tout ce que je vous ai promis. Vous avez vu votre empereur partager avec vous vos périls et vos fatigues. Je veux aussi que vous veniez le voir entouré de la grandeur et de la splendeur qui appartiennent aux souverains du premier peuple de l'univers. Soldats, cette armée autrichienne d'Italie, qui à un moment souilla par sa présence nos provinces, qui avait la prétention de briser ma couronne de fer, dispersée, battue, anéantie grâce à vous, sera un exemple de la vérité de cette devise Io la mi diede, guai a chi la tocca. Dieu me l'a donnée, malheur à qui la touche. Soldats, ce ne sont plus nos frontières qu'il faut défendre, ce sont les États ennemis qu'il faut envahir. Soldats, en promettant la paix au peuple français, j'ai été votre organe, je connais votre valeur. Vous êtes les mêmes hommes qui conquirent le Rhin, la Hollande et l'Italie et donnèrent la paix sous les murs de Vienne étonnés. Soldats, il n'est aucun de vous qui veuille retourner en France par un autre chemin que par celui de l'honneur. Nous ne devons y rentrer que sous des arcs de triomphe. Soldats, voilà la bataille que vous avez trop désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Elle nous est nécessaire. Elle nous donnera l'abondance, le quartier d'hiver et un bon retour dans la patrie. Conduisez-vous comme un
благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью. Он говорит, что он денщик капитана Рамбаля. Он офицер, его надо отогреть. Офицер? К полковнику в избу. Oh, mes bons. Voilà des hommes. Oh, mes braves. Mes bons amis. Ну. Dépêchez. Ничего. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ну-ка, научи, как я жил и ему, как, а? Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Sois. Ce diable à quatre qui eut le triple talent de boire et de battre et d'être un ver galant. Et j'aimons le bon vin. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Nos bondrilles, voilà tout le refrain. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Point de sourire, il se troublait le sein. Point de sourire, il se troublait le Тоже люди. И полынь на своем кореню растет. О, Господи, как звездна страсть. Это, ребята, к урожайному году. Нагни ему голову-то. Пониже. Так-то вот. Ура, ребята! Благодарю всех за трудную
и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! Вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что ж делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей. Отдохнем тогда. Вам трудно. Да все же вы дома. Они, видите, до чего они дошли. Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь их и пожалеть можно. Ну, тоже и они люди. Так, ребята. А и то сказать, кто же их к нам звал? По делам им, мордой и в говно. Только теперь Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья. Он радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. Да, вот как мы с вами встречаемся. Он и в последнее время часто говорил про вас. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него. Я считал его убитым. Все, что я узнал от других через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростову. Какая судьба. Вы не узнаете, разве? Да ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.
здравствует весь свет! Vive le monde entier! Long live the world! Und die ganze Welt! Oh! Et vive el mundo entero! А я говорю, возьмемтесь рука с рукою, те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя – деятельная добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто –